8-й день похода. И просто целый день шторм. Впрочем, как и всю ночь. И что мы делаем? Просто валяемся в палатке, едим, гуляем и снова валяемся в палатке. Ветер очень холодный, сильный, и на улице не очень-то приятно находиться. Впрочем, такое положение дел только на этой части островка. На другой части все прекрасно. Такая сажа получается на газовой горелке. Муравейник по грудь Жени. Прям таки королевский муравейник. Да. Десять вечера, вода успокоилась, и мы решили отправиться дальше по маршруту. Но такое возможно только в тех местах, где есть белые ночи. Ну, посмотрим, найдем ли мы быстро стоянку или будем потом шкрябать полночи. Посмотрим, как пойдет. Вот такая красота вечерняя. Все готово? Команда в сборе. Ну не готовы, пишет еще спасательный жилет. Да, вот точно. Точно. Черная изба, да. Да, плывем. Сел на камень. Коряшки такие прикольные на берегу. Срезаем угол. 12 ночи. 12 часов ночи, а мы плывем. Все солнце там вон среди облаков видно слегка. На ночи поставили лагерь, поставили палатку, все, спрятались на берегу. Место неровное, стоянка дикая, неподготовленная. Сами уже там выбрали самое твердое, самое ровное место под палатку. Оставляем стоянку позади нашу.
общем, обрисовываю ситуацию. Мы вон оттуда с издали, вот этот мы обогнули. Здесь этого не видно, но там огромная волна и сильный ветер. Просто лодки неуправляемые. Ты хоть пышься, хоть не пышься. Тебя разворачивает, крутит и несет. Все, ты просто песчинка вот в море. Все, тебя несет. И увидели вот этот берег. Там, если кто-то упадет, Да, и лодка иногда прям вот так опасна. Вообще, меня на камне шкваркало, я ничего не могла делать. Я вижу этот камень, но я ничего не могу с этим сделать. Вот. Тут, как говорится, полностью на судьбу полагаешься и все. От тебя ничего не зависит. И вот мы тут, бережок такой, неприветливый абсолютно. Вон там болото, болото, болото. И выбора у нас нет, будем тут что-то искать. А к вечеру обещается дождь. Вот, и такие волны мы никуда не сможем тронуться, просто никуда. Потому что нас несет вот так вот, просто несет, как песчинки. Крутит, вертит, несет и все. Между прочим, камыш, как у нас дома практически выглядит. Такие же метелки, тростник. Здесь болото, так болото. По сосне видно, какие здесь бывают ветра. Да. Ее просто всю скрутила, скорежило, вывернула. И в конце концов все-таки свалила. И она живая еще, да? Провалился, нифига себе, почти весь сапог застрял, ушел. засосало, блин. Тут такие ямы большие, мы тут лодки вынесли все-таки на берег, потому что вот до смешного, там 600 метров остается до хороших мест, но они непреодолимые. Вернее, 400 метров преодолимые, 200 нет. И все. Поэтому вынесли лодки на бережок и пойдем в обход болот, попробуем берег посмотреть, подумать, короче, думать будем. Потому что здесь негде остановиться, здесь кочки и между ними тропки. Вот, причем можно провалиться, он как Жека провалился. Вот видите, прям тропки такие. Кочки по бедро, высота по бедро, вот такие кочки высотой. Палатку то есть никак, вообще никак, без шансов. Усложняется тем, что еще Не, ну по кочкам что, в принципе, получается. Тут сосенки были. Там вообще вода открытая в болоте. Но тут возможно, проскочим. Или вон туда. идем, в общем, по кочкам, вот так прыгая. Между кочек прям вода. Не знаю, получится ли у нас на ту сторону болота перейти. Тут вообще вот вся ситуация усложняется тем, что еще везде болото. Болота нет. Как-то установить. Вот идем по кочкам, по настоящему болоту. Так, хоп-хоп. Прощупывать шаг, чтобы не провалилось выше сапога. А то не хотелось бы еще сапоги набрать. Не знаю, далеко ли мы уйдем. Ну тут возможно проскочить. Да. Или вон туда. И вот так вот. Простор, болотистый простор. Что тут? А там речка, вода, ты что, видишь? Ага. Да, здесь. Ну попробуйте кто-то наступить сюда. Ее можно, Бревно хорошее. его можно вот так положить, бревно и выйти туда. Да, глубоко. Там глубоко. Давай, вперед. Ну это выше сапога. Смотри, вот здесь будет встать, здесь твердая прощупка. Нет, ну там деревяка лежит. Вот тут я вижу. Ага. Вот тут. Нет, тут уходит. О, вот тут твердо. О, а тут все, мякушка пошла. Так, подожди, не дергай. Оп, все. Туда встать можно, да. И дальше тоже еще такое твердое место где-то есть. Просто прощупывать надо. Не там. Вот где-то здесь я его видела, вот тут. Во. Да ладно, я сразу туда. Да, ну давай. Оп, все. Все переправились.
здесь ветер сильный. Да, туда обходить надо. Да, здесь уже тропа, есть ровные площадки, достаточно ровные. Что-то там есть, сколько всякого барахла. Да. Это, кстати, лодки остатки, да? Да, это лодка была. А вот и изба. Очень прикольная. О, нет, цивильная лестница, значит тут живут. Тазик хороший. Это жилое что-то. Лодка стоит. Да. Труба отремонтированная, достойная, крыша. Труба хорошая. Защитная сеть, чтобы с воды, наверное, не видно было. Так в глаза не бросало. Ну да, возможно. Кстати, возможно, даже что-то есть. Звук, как будто кто-то в окно стучит. На самом деле никто не стучит. Окно большое. Да, Вообще шикарно, очень шикарно. да. А, замок. Ну это видишь, шторы закрыты, никого нет. Да, шикарная изба. Просто достойно. Да, Она достойно. ухоженная, за ней ухаживают. Да. Ремонтируют. Потому и закрыли. Но обивка коврами наружных стен это что-то. Просто все стены обиты коврами. Эту избу можно назвать ковровая. Ковровая изба. Ого! Слышь, колотушка какая. Это что, в дверь стучать или что? Или это хозяин сразу гостей так встречает? Это если медведь придет. Вот это колотун. Ну тут все, это изба не для всех. Это все замком. Закрыто. Это изба не для всех. Лампы. И все, в коврах ковровая изба. Ковровая изба. Красивая. О, дров запасит. Дров запасит. Провода висят явно, чтобы можно было генератор подключить. Там кабель. О, а тут грибочки маленькие есть. Логично. Нормально, крепко. Это можно на тот берег переправиться. В нормальную погоду. Когда ветра, если нет. Да, там явно плот. Гляньте там, как волны бьют в берег. Нет, там мешат. Ну да, вот. Да, красивая изба, ухоженная, но не для всех. Ну и правильно. Вложен в труд, ухаживают люди, берегут, так сказать. А тут пусти каждого до всякого. Первый грибочек, причем благородный, хороший гриб. Ух ты! Грибочек, грибочек. Теперь пока не перейдем, уже обедать не будем. Да, здесь и не дует.
И волны нету. О, вот, дотянула, все. Держи меня. Опа. 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 Ага. Камень. Давай. Да, опираемся и идем. Перемещаемся. Да, перемещаемся куда? Тут кочки вот такой высоты. Да. Это рай. Там почти ровно, да. И такие заросли. Качкистый рай. Это идеальное место. Ну что, выглядит ровно. Все, пришли? Или еще? Да, вон там дальше сосна. Ну что, да, ровно. Зато мягко будет. Да, вот это уже обустройство стоянки в дикой местности. Причем не такой неблагоприятной. Очень недобрая местность в плане там ровных площадок. А сейчас вот эти бревнышки. Парни пошли там эти лодки окончательно устанавливать. Фух, а я тут немножко решила бревна потягать. На них можно будет сидеть. Ой. Но снимать и тягать трудно, поэтому буду просто тягать. О, так что стол будет. И кресло будет. Стол, кресло. Ну да, ровненько. Сейчас обустрою. Так, устанавливаем тент, а то обещается дождик. Может, его и не будет, но по прогнозу прям фронт идет сюда. Вот так. Мы накроем кухонную зону и вход в палатку, чтобы раз с палатки сразу в кухонную зону. Тент 3×4, такой нормальненький. Сейчас мы все сделаем. Все. Вот так вот. Вот так его прижимает к земле даже ветром, видишь? Теперь все можно затаскивать барахло под тент. Опа. Все барахло можно под тент затаскивать. Так. Быстро спонтанный лагерь. Где-то в кушарях, в дебрях. Так, не так. Ну что, уютно сидим под тентом. Да, уютно сидим под тентом. Давай. Водичка с торфиком немножко. Он осел, кстати. Да. Может просто немножко не доливать. Ну и все. Вполне нормально устроились. Зато здесь внутри в палатке так мягко. Не полка так и поем. Не нагреемся с А, классно. Буду как принцесса на горошине. Как 3 принцессы на горошине.